Приветствую всех на своем канале о вязании. Меня зовут Ольга. Сегодня я предлагаю вашему вниманию мастер-класс по вязанию вот таких вот носочков. В инфобоксе у меня будет тайм-код, по которому вы сможете переходить в тот момент, который вам необходим. Значит, носочки связаны от паголенка, резиночка 1 на 1, скрещенная лицевая. Дальше идет жаккард. Жаккард из 3 цветов состоит: один основной цвет, вот такой вот бежевый, и два других цвета. Конкретно о пряже я расскажу чуть позднее. После этого идет пяточка подкова, укрепленная пяточка подкова. Также у меня здесь вывязан клин подъема. И еще по стопе и немного по паголенку идет вот такой вот узор из скрещенных лицевых петель. После этого идет также еще часть жаккарда, ленточное закрытие в одну лицевую петельку и сшивание иглой петля в петлю. Значит, все об этом будет, все это в мастер-классе, я попетельно с вами буду провязывать. Также напомню, что если вы будете вязать какие-то изделия по моим мастер-классам, вы можете принять участие в конкурсе «Блогер покажет, зритель свяжет». Конкурс длится до конца сентября 2022 года. Итак, давайте приступим уже непосредственно к мастер-классу. Итак, значит, давайте покажу, какая пряжа и какой инструмент нам понадобится для вязания вот таких вот носочков. Значит, я использовала носочную пряжу, где в составе есть полиамид. Вы также можете использовать либо носочную, либо какую-то другую пряжу. Можете использовать с таким же метражом. Если не с таким метражом, то вам нужно будет сделать расчет под свою плотность. Как это можно сделать? Допустим, если вы берете более толстую нитку, то вам тогда нужно исходить из количества раппортов жаккарда. То есть вы можете либо уменьшить количество раппортов, либо увеличить. Значит, если вы берете такую же тонкую нитку, то вы можете ориентироваться на носочки, которые я вяжу. Да? У меня размер 36-37. Значит, и исходя из этого вы можете либо увеличивать, либо уменьшать количество раппортов. Ну, я думаю, в принципе, если вы вяжете носочки не в первый раз, то вы понимаете, о чем я говорю. А если в первый раз, то я советую вам просто попробовать связать именно такие же носочки из такого же метража пряжи. Значит, метраж у меня у пряжи в 100 граммах 420 метров. Можно попробовать, не попробовать, а даже можно связать точно такие же носочки из пряжи 100 грамм 400 метров, да. Есть такая пряжа, допустим, на Боха, там 400 метров. Это не будет иметь никакого значения. И, значит, основной цвет у меня вот такой вот, бежевый, цвет 152. Кому интересно состав: классический носочный, 75% шерсть, 25% полиамид. И еще я использовала вот такие цвета, они у меня на остаточках. Это два вида пряжи. Вот такая бирюзовая пряжа у меня — это картопу, тоже в 100 граммах 420 метров, точно такой же состав. Цвет, ну, я не знаю, кому интересно, К1551. И вот такую пряжу Гималай Сокс Бамбу. Здесь состав у нее немножко другой. 50% мериносовая шерсть, 25% полиамид и 25% бамбук. Почему-то у меня не фокусируется так. Цвет 120-01. И метраж у этой пряжи точно такой же, в 100 граммах 420 метров. Но я говорю, что можно использовать, допустим, на Боха, где в 100 граммах 400 метров. Значит, по поводу еще раз размеров. Я буду использовать 3 пары спиц. Спицы у меня одни китайские, я вяжу методом Magic Loop, то есть на леске с перетягиванием спицы. 3,25 у меня, двоечка и 2,5. Значит, и вы точно так же можете, допустим, увеличивать вот этот вот размер, ширину паголенка за счет другого номера спиц. Все, в общем, понятно, что нам понадобится. Еще нам понадобится иголочка с большим ушком, да, для сшивания петля в петлю, делать шов, когда мы будем уже закрывать петельки. И еще счетчик рядов, конечно же, чтобы, если вы вяжете носочки отдельно, у вас были они с одинаковым количеством рядов. Все, давайте перейдем к набору петель. Итак, значит, я беру спицы 2,25 и буду набирать петли. На размер 36-37 я набираю 64 петли. Набирать буду классическим способом. И на 2 спицы. Почему на 2 спицы? Потому что если я наберу на одну спицу, как, допустим, для каких-то других изделий, то у меня будет сильно стягиваться вот эта вот часть паголенка, где будет набор, да. И чтобы этого не происходило, я набираю на 2 спицы. Он будет посвободнее. Но обычным способом, я думаю, все способ этот знают, называется он длинный хвост. Набираю 64 петли.
Так, 64 петли я набрала, и еще одну петлю я набираю для замыкания в круг. Что я делаю дальше? Дальше я одну спицу вытягиваю и будем сейчас объединять в круг. То есть вот здесь вот я нахожу середину, но я пока нахожу на глаз, а потом я выровняю как бы, чтобы у меня было действительно одинаковое количество петель с обоих сторон. Нахожу середину и вытягиваю спицы. Что я делаю теперь? Теперь главное выровнять, да, вот здесь вот, чтобы было ровно. И сейчас я вот эту вот петельку перекидываю на другую спицу. Перекидываю. Одна ниточка у меня вот здесь, другая основная от моточка, она у меня как бы все равно сзади. И вот эту вот петельку, которая была здесь крайняя, я перекидываю через ту, что перекинула. Вот так вот. И затягиваю. Затянула. Все. Теперь я вытягиваю вот эту спицу и буду вязать резиночку 1 на 1 со скрещенной лицевой. Скрещенная лицевая — это за заднюю стенку лицевая. То есть вот я вяжу лицевая, изнаночная, скрещенная лицевая за заднюю стеночку, изнаночная. И буду теперь провязывать эту резиночку 1 на 1 необходимую мне величину. В моем случае в носочке резиночка составляет 16 рядов. То есть я буду вязать резиночкой 1 на 1 16 рядов. Это вот первый ряд. Все, давайте продолжим, свяжем резиночку самостоятельно. И дальше подключусь, покажу, что делать. Итак, я провязала резиночку 1 на 1 16 рядов. Теперь мне нужно перейти на спицы 2,5. И еще дальше я буду, после того, как я провяжу один лицевой ряд, я буду уже вязать жаккард. Но на жаккард я перейду с большим количеством петель. То есть сейчас у меня набрано 64 петли. Жаккард у меня, раппорт жаккарда составляет 4 петли. Я добавлю с каждой стороны еще по одному раппорту, то есть получится у меня еще плюс 8 петель. То есть сейчас я должна буду, переходя на спицы 2,5, провязывая лицевой ряд, сделать еще по 4 прибавочки с каждой стороны. Ну, прибавочки делайте кому как удобно. Я, допустим, могу из одной петли вывязать 2 петли, да? То есть вот сейчас я провязываю лицевой ряд, просто лицевой ряд, и сразу же перехожу уже на спицы 2,5. Просто лицевые петли. И, допустим, свяжу из одной петли 2 петли. Вот таким вот образом за одну и за вторую стеночку. Это у меня будет первая прибавочка. Еще мне на этой спице нужно сделать 3 прибавочки. Я примерно разделила в уме. Нет, вы, конечно, можете разделить вот прям вот конкретно, там через сколько петель, а я на глаз это делаю. В принципе, это сильно не меняет. И вот еще одну прибавочку делаю. То есть вот так вот провязываю лицевые петельки и периодически делаю из одной лицевой петли вывязываю 2 петли. Значит, сделала прибавки. Теперь у меня на каждой спице 36 петель, а не 32, да, как было в резиночке. То есть итого у меня 72 петли. Жаккард я вам вставлю схему, можете сделать скриншот. Значит, в высоту будет составлять 35 рядов. То есть сейчас мы будем вывязывать жаккард. И, значит, какое сочетание цветов я предложила в этих носочках. Первая часть жаккарда, вот это вот будет полностью весь жаккард, который будет составлять 35 рядов. Первая часть жаккарда, которая будет составлять 9 рядов, я сочетала вот таких вот 2 цвета. То есть не использовала основной, а сочетала только вот эти 2 цвета. Дальше середина жаккарда у меня связана из основного цвета и вот этого вот бирюзового. И снова последняя часть у меня снова связана с сочетанием двух отличных оттенков. Вот таких вот. То есть вы можете делать на свое усмотрение, брать другое сочетание цветов, какое вам нравится. Я выбрала здесь вот в этих носочках именно вот такое сочетание. Все, давайте теперь жаккард провяжем самостоятельно и вернемся уже к моменту, когда мы будем в работу еще на паголинке уже включать узор. И здесь мы попетельно провяжем этот узор вместе с вами. Итак, продолжаем вязание. Значит, я отвязала жаккард.
вот эту вот часть я отвязала. Теперь нам нужно перейти на вывязывание рисунка, и еще я поменяю номер спиц. То есть так как у меня здесь стало 72 петли, то просто в одну ниточку, когда я буду вязать, это, мне кажется, слишком много будет для данного размера, поэтому я основной нитью провяжу ряд лицевой, и как раз в это время сменю номер спиц. Я перехожу, жаккард я вязала на спицах 2,5, и сейчас я перейду на спицы номер 2. Я думаю, в принципе, в этом нет ничего сложного. Просто лицевыми петельками провяжу следующий ряд. Все, я, значит, провязала лицевой ряд основным цветом, да. Кончики здесь у меня потом надо будет спрятать, то есть весь жаккард я обрезала, вернее, дополнительные все цвета я обрезала. И теперь мы будем переходить на вязание дальше паголенка, но уже включать в него рисунок. Какой здесь нюанс? У нас будет две схемы. Одна для правого носочка, вот которая у меня уже связана, другая для левого, на примере которого я вам покажу. Связав со мной по схеме левого носочка, вы без проблем свяжете и правый, потому что обозначения одни и те же. Единственное, что здесь будут немножко по-разному перекрещиваться, но по обозначениям вы поймете. И, значит, здесь единственное, что начинался носочек с рисунка, а здесь, вернее, на первой спице начинался рисунок, а здесь на первой спице он будет заканчиваться рисунком. В этом только отличие. В общем, и, значит, что мы будем делать дальше? Я вам дальше попетельно каждый ряд покажу одного раппорта. Состоит он из 6 рядов и 1 установочный. Первый установочный мы провяжем. Я вам дам сейчас схемы. Значит, схема на правый носочек и схема на левый носочек. Схема на правый — это схема С, и схема на левый — это схема Д. И, значит, делайте скриншот себе или перерисовывайте, и уже потом вяжите со мной по схеме. Итак, значит, для того, чтобы начать вязать рисунок, нам нужно немножко перераспределить петельки. Когда мы вяжем правый и левый носок, в любом случае нужно петельки перенести. Нам нужно со второй спицы, где мы будем вязать пяточку, одну петельку перенести на первую спицу. То есть, если у меня 72 петли, у меня было по 36 петелек на каждой спице, то сейчас мне нужно сделать так, чтобы на первой спице у меня было 37 петелек, а на второй, где буду вязать пяточку, 35 петель. Вот, значит, я так сделала. И правый, и левый носочек не имеет значения. И теперь мы, значит, будем вывязывать рисунок. На правом носочке у нас рисунок будет начинаться с 3 лицевых петель, 3 петли лицевые, 12 петелек раппорт узора, и оставшиеся петли у нас будут лицевые. Но а левый мы будем вязать немножко иначе. То есть получается у нас на правом носочке с одной стороны, да, рисунок, а на левом будет с другой. Поэтому на левом нам нужно будет начинать 22 петельки лицевые, потом 12 петелек узор, да, будет у нас, и будет провязываться узор 12 петелек, и дальше у нас останется еще 3 петельки лицевых. Если у нас на правом начинается с 3 лицевых, то на левом у нас будет заканчиваться 3 лицевыми. Значит, сейчас давайте мы свяжем сначала установочный ряд. В схеме он обозначен буквой S английской. Мы будем этот установочный ряд вязать только один раз. А последующие раппорты узора мы будем уже провязывать с 1 по 6 ряд. Значит, сначала установочный ряд. Для этого еще раз говорю, что на левом носочке мы провязываем сначала 22 петельки лицевых. Если вы вяжете какой-то другой размер, да, количество раппортов у вас меньше или больше, то вы, значит, на это количество петель вяжете меньше. Вот и все. Единственное, чтобы у вас получалось 3 лицевые в конце, да, 12 рядов раппорта, а все остальное, первые петли у вас лицевые. Ну, я думаю, это в принципе несложно понять, что нам нужно просто вписать узор
на эту спицу так, чтобы на правом он был в начале, да, но отделить его 3 лицевыми петельками, а на левом он будет в конце и также будет заканчиваться 3 лицевыми петельками. Итак, 22 петельки я провязала лицевыми. Теперь мы переходим на установочный ряд. Первая петля у нас изнаночная, вторая лицевая. По схеме смотрим. 3 петли изнаночных, 2 петли лицевых, 3 изнаночных, 1 лицевая, 1 изнаночная. И остается 3 петли, которые мы провязываем вне рисунка лицевыми петельками. На второй спице мы просто провязываем все петли лицевыми. Значит, теперь переходим уже непосредственно к рядам узора. Да? В первый ряд провязываем, у нас здесь будет уже перекрещивание. Я уже не буду упоминать каждый раз, что сначала провязываем 22 лицевые, сразу перехожу на узор. Значит, первая петля у нас по узору изнаночная. Следующая идет лицевая скрещенная. Ее мы провязываем за заднюю стеночку. Надеюсь, это видно. За заднюю стеночку получается у нас лицевая скрещенная. В принципе, вот как мы вязали лицевые скрещенные на резиночке, точно так же и здесь будем провязывать. Дальше у нас идет 3 изнаночных петельки. Дальше у нас идет перекрещивание лицевых петель. Значит, на левом перекрещивании немножко по-другому начинаются, на правом по-другому. Но мы будем провязывать все обозначения, поэтому вы поймете, где и как перекрещиваются. И все обозначения в схеме подписаны. Значит, сейчас мы первую петлю снимаем за работой. Для этого я не пользуюсь вспомогательной спицей, я просто снимаю ниточку, оставляю перед петелькой. Снимаю ее на правую спицу, следующую петельку провязываем лицевой скрещенной за заднюю стеночку. Ту петельку, которую мы просто сняли, я ее обратно возвращаю на левую спицу и быстренько перехватываю провязанную лицевую скрещенную, так, чтобы ниточки не потерялись. И теперь вернувшуюся на левую спицу петельку я провязываю лицевой скрещенной. Дальше у нас 3 петельки изнаночных. Лицевая скрещенная, 1 изнаночная и последние 3 кромочные лицевых у нас получается. На второй спице все петли лицевые. Второй ряд узора. Первая петелька изнаночная, дальше лицевая скрещенная, 2 изнаночные. Дальше у нас идет, значит, 1 петельку изнаночную мы оставляем за работой, ниточка перед петелькой. Дальше лицевую мы провязываем лицевой скрещенной. Снимаем, возвращаем на левую спицу ту петельку, которую перенесли на правую без провязывания, и провязываем ее изнаночной. Теперь петелька следующая у нас перед работой остается, я ее просто снимаю, ниточка за петелькой. Дальше мы провязываем изнаночную, ту, которую перенесли, я возвращаю на левую спицу, перехватывая при этом провязанную петельку, и провязываю из лицевой скрещенной. Дальше 2 изнаночных, лицевая скрещенная, изнаночная и оставшиеся 3 лицевые. На второй спице все петли лицевые. Итак, переходим к вязанию третьего ряда узора. Значит, провязываем 1 изнаночная. Дальше у нас идут перекрещивания. Первую петельку я снимаю перед работой, 1 изнаночная. Снятую петельку переснимаю обратно на левую спицу, провязываю ее лицевой скрещенной. Дальше петельку изнаночную снимаю за работой, 1 лицевая скрещенная, снятую петельку переснимаю на левую спицу, провязываю ее изнаночной. Дальше у нас идет 2 изнаночные петельки. Дальше лицевую я снимаю перед работой, провязываю 1 изнаночную, снятую перед работой я переснимаю на левую спицу и провязываю лицевой скрещенной.
Изнаночную следующую петельку я снимаю за работой, провязываю лицевую скрещенную и снятую изнаночную переснимаю на левую спицу, провязываю изнаночной. Дальше 1 изнаночная и оставшиеся 3 лицевых. Провязываем следующую спицу лицевыми. Так, 4-й ряд. Провязываем следующим образом. 2 изнаночные. Дальше делаем перекрещивание. Для этого одну петельку снимаем перед работой, другую петельку провязываем лицевой скрещенной, снятую переснимаем на левую спицу. И провязываем ее лицевой скрещенной. Дальше у нас идет 4 изнаночных. Дальше делаем перекрещивание. Значит, одну петельку снимаем перед работой, одну лицевую провязываем скрещенной, снятую переснимаем обратно на левую спицу и провязываем ее лицевой скрещенной. Дальше у нас идет 2 изнаночных и лицевые оставшиеся 3 петли. На второй спице все лицевые. 5-й ряд узора, 1 изнаночная петелька. Дальше делаем перекрещивание. Одну изнаночную петлю снимаем за работой, лицевая скрещенная, изнаночную возвращаем и провязываем изнаночной петлей. Дальше лицевую снимаем перед работой, провязываем изнаночную, лицевую возвращаем и провязываем лицевой скрещенной. Дальше у нас 2 изнаночные. Дальше изнаночную снимаем за работой, провязываем лицевую скрещенную, изнаночную петельку возвращаем и провязываем ее изнаночной. Дальше лицевую снимаем перед работой, провязываем следующую изнаночную, лицевую возвращаем на левую спицу и провязываем лицевой скрещенной. 1 изнаночная и следующие оставшиеся 3 лицевые петельки. И последний 6-й ряд узора. Значит, первая петелька изнаночная, дальше лицевая скрещенная, 2 изнаночных. Теперь мы первую петельку лицевую снимаем на дополнительную спицу перед работой, следующую изнаночную провязываем, снятую петельку возвращаем и провязываем лицевой скрещенной. Следующую изнаночную снимаем за работой, лицевую скрещенную провязываем, снятую петельку возвращаем на левую спицу, провязываем изнаночной. Дальше 2 изнаночные, лицевая скрещенная и еще 1 изнаночная. Все, и 3 последние лицевые. И провязываем следующую спицу. Итак, значит, мы провязали 6 рядов раппорта узора. Я ошиблась. В моем случае у меня до вывязывания пяточки провязан 1 раппорт и еще 2 ряда от следующего раппорта. И после того, как я вывязала пяточку, подняла здесь петельки по стенке, я уже начала вязать, получается, с 3-го ряда раппорта. Ну, то есть здесь уже вы смотрите сами, какая высота паголенка вам нужна. Почему я не связала 2 раппорта? Потому что у меня уже довольно-таки большая высота паголенка была, как на мой взгляд, и поэтому я решила, что мне хватит. То есть вы можете здесь вязать как целый раппорт узора, так и просто сколько-то рядов, да, потому что рисунок все равно продолжится вязаться после уже формирования пяточки. Все, теперь, значит, я довязываю еще 2 ряда узора раппорта, 1-й и 2-й ряд, и мы с вами встретимся на вывязывании стенки пяточки.